Вообще Калининград такое место. Вот. Особенное. Ты понимаешь, что здесь скрыта какая-то тайна. Вот. И может быть даже не одна. Надпись какая-то на немецком, по-моему. В общем, ребята, подзарядил я немного гаджеты свои. Вот, пообщался с местными, и все люди спрашивают у меня, что там, янтарь ищешь, что ли, ходишь? Я такой, нет. И тут я подумал, типа, а почему бы, собственно, и не поискать его, короче. Вот, короче, план такой, я сейчас спускаюсь на набережную. Вот, иду просто вдоль набережной до Янтарного, поселок так называется. 2 часа ходьбы, но я идти, наверное, буду дольше. О, нифига себе. Чувака сейчас видел, он шел из машины. Сейчас, видимо, на парашюте летать будет, нифига себе. Вот, короче, буду идти, попробую, может быть, найду действительно маленький камушек на память, так сказать. Блин, погодка сегодня просто офигенная, небо практически ясное. Вот, вчера дождик шел, но было пасмурно, короче. Вот, грех в такую погодку сейчас по морю не погулять. Что там, в принципе, на этой трассе делать, идти по ней очень скучно, а тут круто будет, если я еще янтарчик смогу найти, так сказать. Блин, капец, жарище сегодня просто. Я в куртке запарился уже идти. Октябрь месяц, ребята, середина октября. Просто, блин, вот эта погодка, короче. Вот не знаю даже, как этот янтарь выглядит. Мне сказали, что он такой, бывает темный, бывает золотистого такого, коричневого такого цвета. Вот, и я не знаю даже просто, как он выглядит, как его найти вообще. То есть, но буду просто смотреть под ноги. Может быть, найду что-то похожее хотя бы там. А так камушков всяких дофига. То есть, вот. Блин, ребята, я так кайфую, просто жесть. Я так переживал, что замерзать буду. Все-таки Прибалтика, блин, Калининград, октябрь. А все равно отлично, даже несмотря на то, что температура стала меньше гораздо, чем даже вот 2 недели назад, если брать. Блин, ребята, путешествуйте, это стоит того. Сначала стрессово, там первые дни вообще, ну, тяжело, да, там из дома выйти, из зоны комфорта, но потом оно по ощущениям полностью отбивается вообще путешествие, как бы. Ну, хожу я, короче, тут куча всяких разных камешков. Вот, например, вот что это вот за камень, вот. Ну, вроде, я не знаю, янтарь, это не янтарь, обычный камень, нет. Вот как понять? Я не знаю. Не разбираюсь я в янтарях, ребята, вот. Иду вот, собираю всякие разные камушки, потом, может, какая-нибудь бабушка мне скажет, оно это или не оно, короче. Вот еще. Ну, это вроде обычный камень вообще тоже. Ну, я не знаю, я все буду подбирать. Может, что-то из этого и будет, окажется янтарем. Блин, я нашел, походу, смотрите. Вот, может, оно, ребята. Похоже очень на янтарь. Офигенно. Не знаю, оно это не оно, но похоже. Вот еще, походу, маленький. Не знаю, оно это не оно. Вот еще, я не знаю. Ну, смотрите, оно прям светится, ну, похоже, очень похоже, согласитесь. Прозрачный такой камень, очень красивый, наверное, янтарь. Вон, смотрите, уже пригоршню нашел. Ой, блин. Вот еще маленький такой вот. Хотя нет, нифига, он не маленький. Короче, вот так вот идешь, и он прям выделяется, то есть он светится, знаете, как в компьютерных играх, короче, когда вещи такие, которые
сверкает, чтобы типа ты их, как игрок, их заметил. Ну вот, маленький он прям лежал, было видно. Вон он прям повсюду, вот маленький, вот. Вот я уже еще насобирал. Я не знаю, оно это или нет. Вот еще лежит. Вот прям крошка маленькая. Вот еще что-то лежит такой. Смотрите, какой цвет прям. Не знаю, оно это не оно, но похоже очень. О, смотрите. Мне вот этот кругленький нравится. Блин. А! Не знаю, вот оно, не оно. Вот там что-то прям много было. О, нифига, смотрите. Чуваки, короче, полетели. Офигенно, блин. О, блин. Нормально так ребята развлекаются. Я тоже, блин, хочу полетать. Короче, вот, ребята, такой вот улов. Не знаю, оно, нет. Но похоже, очень похоже, согласитесь. Буду спрашивать у местных сейчас. Наверняка они знают, как он выглядит. Вот там, короче, вот там я все нашел практически. Всю вот эту вот кучу. Если постараться, наверное, еще больше можно найти. Тут как бы дальше, как я уже говорил, поселок Янтарный. Вот, и наверняка это неспроста. То есть, блин. Я сейчас, кстати, как раз держу сейчас туда путь. Может быть, еще что-то найду по дороге. Может быть, что-то покрупнее, так сказать. Вон там маяк видно, но к нему нельзя пройти, там военная база. Интересно, что это за растение такое? Какая-то ягода какая-то, как будто. Ну, красивая. На ней шипы, кстати. Не уверен, что это можно есть, но красиво очень. Просто по полной программе кайфую. Офигеть, это жучище. Красивый, но он, по-моему, умер. Или нет? А, нет. Да, он, по-моему, умер.
Здоровяк, бля. Извините, а не скажете, далеко до деревни идти? Какой он? Синявина, кажется, дальше, да? Синявина там наверх, а если прямо там Янтарный. А до Янтарного далеко так идти пешком, если? Километра, наверное, 3. А еще такой вопрос, не знаете, можно либо с Янтарного, либо отсюда на Балтийск доехать как-то? Ну это с Янтарного, там Балтийский ходит, но редко. Да? По-моему, 3 или 4 раза в день. А отсюда нельзя, да, уехать? Он раньше ходил на нас, а потом Янтарный, он с Балтийска через Янтарный на Зеленоград. Вот это только автобус у нас. То есть надо так все равно типа до Янтарного идти так или иначе? Ну там проще, да, там основные автобусы, которые идут сюда, они через Янтарный, и в ту сторону, и в обратно. Понял, спасибо. Там больше вариантов. А еще такой вопрос, вы в янтаре разбираетесь, наверное, да? Вы местный, наверное? Это вообще типа оно? Да? Офигенно. А вот это? Не, это камень. Это просто камни, да? А вот это вот? Вот это там. А это камень. Спасибо большое. Я вот что-то последние годы мало совсем выкидываю. Круто, вы, блин, я так рад, что нашел, получилось найти это. Ну, больше шторма пройдут, его больше будет. А пока штормит, его не выкидывают. То есть с моря, да, выносят, как бы его, получается? Ну ладно, спасибо большое. Короче, ребята, все-таки добыл я янтарь. Вот, местный житель мне сказал, что это оно. Я так рад, что все-таки у меня получилось это сделать. Вот, но он сказал, что сейчас уже меньше намного выносят, чем раньше. Но все равно это прикольно так вообще. Я не же, так рад, что пошел сегодня этой дорожкой. Ты мокрый, блин, ну иди. Кусаться нельзя. Все, фу. Хороший пес. Извините, а к деревне можно пройти тут как-нибудь? А как к деревне тут пройти, не подскажете? Ну да. Прямо так? Спасибо. Че, поиграться не с кем, да, тебе? Вот здесь озера. И дальше море Балтийское. То есть такая вот здесь тоже интересная местность. Пляж Лагуна называется. Местечко здесь. Янтарный карьер это вот озерце. Вот этот водоем, это Янтарный карьер, так и называется. Стоят такие пляжные грибочки. Такое вот местечко офигенное. Здесь карьер, там море. Что скажете, а? Красиво.
ребята, как я и говорил, в Калининграде безумно красивый пригород, совсем не типичный для России. Вот. Собственно, вот ради вот такого вот я сюда и приехал, короче говоря. Решил немного пошиковать. О, кайф. Нормально. Нарежу потом. Офигенный ванильный такой закат. Небо просто что-то с чем-то. Очень хочется подольше побыть на побережье. Вот, но я не знаю, я встречу Ваню. Вот, попробуем с ним погонять на товарниках, как я уже сказал. Вот, он буквально на 3-4 дня прилетает. Потом он улетает обратно в Питер, он из Питера. Вот, и, возможно, я снова поеду на побережье, только в какое-то, может быть, другое место. Вот, а так, конечно, вот, вообще очень хочется все здесь излазить как можно больше. Вот. В принципе, я проехался по таким ключевым местам и где-то прошелся пешком даже, хотя я вообще изначально думал, что буду ехать стопом. Вот, но я как-то так не рассчитал расстояние, они оказались намного меньше. То есть я думал, все-таки тут такое большое побережье, оказывается, нет, тут вообще можно спокойно просто пешком, я думаю, дня за 2-3 просто пройти всю местность. Вот, ну, до Балтийска точно, там, если ниже куда-то идти, я не знаю, но дольше, наверное, будет. Так что вот такие вот, ребята, пироги, что называется. Ладно, пойду, наверное, сейчас уже на остановку, а то пропущу автобус, он вроде как последний. Вот, стопить просто не вижу смысла сейчас куда-то идти за город, ну, потому что тут, в принципе, на автобусе долететь не очень дорого будет стоить, и тут ехать минут 25 от силы, как бы. Приехал, короче, в Балтийск. Сейчас надо найти место для ночевки. Стемнело уже, конечно, блин. Пойдем искать. Посмотрел жилье тут в Балтийске. Цены какие-то просто бешеные. Вот. Я бы, в принципе, вписался на денечек. Ну, что-то цены просто конские какие-то просто. При том, что не сезон сейчас. Вот. Вообще местечко пока что выглядит таким довольно-таки неоднозначным, но в потемках все так. Ну, здесь панельки такие, они очень гнетущие. Особенно, когда ты идешь в незнакомом месте, в незнакомом городе. Один с палаткой в октябре месяце, то есть ощущения такие противоречивые в такие моменты. Но я думаю, сейчас выйти к набережной, там дальше пляж сейчас будет, поставлю где-нибудь там палатку. Вообще это, как и всегда, очень странно так смотрится, когда такие панельки, да, такой типичный застрой, постсоветский, постсоветский, и такие какие-то невероятные пейзажи там, в виде пляжей каких-то невероятных, такой невероятной красоты. То есть это как-то не стыкуется всегда. Вот. Ну, для России такой средней полосы это всегда очень странно. Это несовместимо, как будто бы даже. Вот. Кстати, холодно, что-то похолодало здесь, может. Конкретно тут прохладно так. Вчера вроде нормально было. Вот. Дикарь Крикигор как-то в комментариях писал, что первый раз видит
чтобы так открывали консервы. Я, ребята, только так и открываю их, если честно. Других способов не знаю. Может, какие-то открывашки специальные есть, но я привык просто вот швейцарским ножом. Короче, ты ее так просто протыкаешь и, ну, и режешь просто вот так вот ее, и все, короче. Наверное, это не совсем правильно, но, типа, вот уже который год я открываю консервы именно так. Разбил лагерь, кстати, снова я на пляже. Вот, наверное, слышите шум моря. Вот, тут совсем неподалеку. Тут очень классный песчаный пляж такой. Вот, и я тут спрятался за деревцем, так сказать. Вот. Пляж пустует, вообще никого нет. Тут я через город как бы прошел просто к набережной. Вот, и, ну и, соответственно, завтра с утра вам покажу, какие здесь виды в Балтийске. Что-то мне сегодня риса захотелось. Вот. Взял снова вот такой вот быстрый вариант, что называется. Но мне не нравятся эти каши. Что гречневая, что рисовая. Вот. Короче, я никогда не могу найти в них мясо. То есть, понимаете, в чем суть? В них просто нет мяса. Они пишут, что там гречневая каша там со свининой или с говядиной, но ее там нету просто. Как бы. Вот просто риса захотелось. Лень было просто покупать, варить. Сейчас вот по фасту разогрел. Вот. Ну, рис как рис, но только не ясно, где говядина. Куда она делась. Вот ее просто нет.